Всем привет и добро пожаловать! В этом видео я покажу вам макияж на собеседовании. Я не являюсь визажистом, но в моей жизни было очень много собеседований, и мне есть что сказать на эту тему. Также небольшое объявление. Я открыла канал на Boosty. Под этим видео будет ссылка на мой канал. Там будут выходить мои видео раньше, чем на YouTube, и будет публиковаться эксклюзивный контент только для Boosty. Поэтому, если вы сочтете возможным подписаться и оформить подписку, я буду этому очень рада. Я бы хотела собрать небольшое такое комьюнити, небольшое сообщество своих единомышленников, людей, которым нравится контент, который я делаю. Поэтому подписывайтесь, я буду очень рада. Итак, у меня в руках увлажняющий крем, который я нанесла до начала съемки. У меня от бренда Balea, называется он Aqua Крем Гель. У макияжного собеседования есть простые правила рекомендации. Первое и главное – это использовать только ту косметику, декоративную и уходовую, которую вы до этого уже наносили, у вас точно нет аллергии. Поверьте, это очень важно, потому что собеседование – это в каком-то смысле стресс для вашей кожи. Дальше я наношу средство от Lux Visage, называется оно Prime Expert Pore Filler. Я буду его наносить на щеки, там, где у меня больше всего выражены поры. И второе такое правило рекомендации – это делать только тот макияж, который вы до этого делали уже много-много раз. То есть оставить все эксперименты лучше до следующего раза, особенно если вы утром собираетесь и у вас время ограничено. Я не использую разноцветные зеленые или желтые корректоры для перекрытия красноты, потому что мы не знаем, в каком освещении будем находиться на собеседовании, и я просто ограничусь плотным тоном. Я буду использовать в качестве тона Супер BB крем в оттенке Claire от бренда Herborian. Вообще для собеседования лучше использовать стойкий матовый тон. У меня такой есть, просто он сейчас мне немного желтый. Почему лучше такие использовать кремы? Потому что если у вас собеседование особенно онлайн, по Zoom, Skype и так далее, вот эти все продукты с сияющим эффектом могут сделать из вашего лица единый блестящий блин, и то, что красиво смотрится на фото-видеосъемке профессиональной или в вечернем освещении, в данном случае будет давать вам блеск там, где не нужно. Значит, тональный крем я наношу бьюти-блендером, наношу вбивающими движениями аккуратно. Также я наношу его на глаза в том числе, потому что это я буду использовать в качестве подложки под тени. Далее я буду использовать консилер. У меня он от бренда Tarte Shape Tape в оттенке 16N Fair Light Neutral. Много лет покупаю этот консилер, он мне очень нравится. Кстати, и консилер, и тон я буду фиксировать пудрой. То есть, если сейчас что-то блестит, ничего страшного. Консилер наношу там, где темные у меня круги, и немножечко захожу на зону, где переносится. И немножко к вискам для такого лифтинг-эффекта небольшого. Растушевывать я все это буду влажным бьюти-блендером. Не имеет значения, чем вы растушевываете, пальцами, специализированными кисточками и так далее. Это вопрос вашего комфорта. Важный момент, если вы используете в макияже тени, которые осыпаются, особенно темные тени, этот шаг можно пропустить и сделать его после того, как вы нанесли тени. Это опять же, как вам удобнее. Иногда я использую коричневый карандаш, но сегодня мне хочется использовать такие кремовые тени в стике от Make Up Forever Aqua Resist Smoky Shadow в оттенке 13 Cinder. Я вообще заметила, что с утра черный цвет, черная подводка, карандаши особенно сильно подчеркивают припухлости. Если у вас есть эта проблема, глаза отекают, то я выбираю коричневый цвет, он не так сильно это подчеркивает, это мое субъективное мнение. Я буду наносить эту подводку только по нижней линии, немножечко выводя стрелочку вверх, совсем чуть-чуть, вот таким вот образом. Палетка у меня от бренда Vivienne Sabon, называется она Chocolate Bonbons. Здесь только нижний ряд, он такой в красно-коричневых оттенках, которые я не очень люблю. Они сейчас в каждом втором наборе, в каждой второй палетке, которая называется нейтральный. Вот эта палетка от Романовой Makeup, называется она Spices and Cacao. Мне тоже она нравится. Здесь есть красивые нейтральные оттенки, теплые и холодные. И еще у меня есть палетка на эту же тему от бренда NYX, называется она Matchy. Неплохая. Но мы будем использовать сегодня Vivienne Sabon. Я беру светлые оттенки, вот здесь два их, белый и нейтральный. Их можно перемешать, можно по отдельности. У меня набор от Eco2 с кисточки 100 лет, просто у них разный срез, они удобные, подходят для всего. Я наношу на все подвижное веко, у меня нависшее веко. По поводу оттенков, понятно, что если вы краситесь и делаете какой-нибудь фэнтезийный макияж типа Зендея из фильма «Эйфория», да, я понимаю, что он уже не актуальный, но тем не менее,
то, конечно, делайте. Но если все-таки есть какой-то определенный дресс-код, мне кажется, лучше сделать нейтральный макияж, чтобы от вас не отвлекались, чтобы вас сотрудница отдела кадров HR слушала. А скорее всего, это будет женщина. Да, понятно, что и мужчины работают, но особенно на первых этапах вас собеседуют женщины. И лучше бы, чтобы они, конечно, слушали вас, а не разглядывали переходы вашего макияжа. Я не говорю про те сферы, в которых это имеет значение, или в целом вы такой человек, которому абсолютно все равно, да, хочу, там, накрасила, сделала и пошла. Я использую нейтральный оттенок потемнее, вот здесь я его показываю, и кисточкой, таким бочоночком, я буду наносить его уже в складку века, вот я его активно наношу, и тем самым я слегка, как это говорится, корректирую нависание и свое нависшее веко. Особых иллюзий на эту тему я не испытываю, я делаю это просто немного. И тушую я все это наверх. Далее маленькой кисточкой я набираю наш второй оттенок, которым мы только что оформляли складку века, и прохожусь им по нижней линии роста ресниц, которую мы подчеркивали кремовыми тенями. Я делаю это для того, чтобы кремовый продукт держался дольше. Повторяю то же самое с другой стороны. И затем кисточкой, уже таким бочоночком, я буду затемнять уголок, используя коричневые тени. Вообще, чем они хороши, так это тем, что они очень простые, они легко наносятся, они не ставят сильно пятен, они удобные, они очень хорошие, если вы, например, новичок там, да, или не являетесь суперпрофессионалом макияжа. Далее, для бровей я иногда использую Anastasia Beverly Hills в оттенке блонд, или вот такой вот карандаш от Vivienne Sabo блонд. Но он у меня, кстати, закончился. Я хочу оформить брови вот таким вот нейтрально-бежево-серым оттенком из той же самой палетки Vivienne Sabo плоской кисточкой. Набираю на нее немножко теней и прокрашиваю брови по нижней линии. Я обычно рисую себе классические брови, мне только оттенок меняется. Кстати, я слышала, сейчас снова популярны такие узкие тонкие брови. Ну, посмотрим. Я все равно всегда их делала. Заполняю все пустоты, пространство и вырисовываю ту форму, которая мне нравится, которая мне понятна. Вот что получилось. Далее я беру пудру Fenty Beauty, у меня в оттенке 2 Butter. Это рассыпчатая пудра. И я ее наношу аккуратно под глаза, а также по всему лицу, для того, чтобы закрепить весь макияж. Вот сюда на шею тоже в том числе. И таким образом я фиксирую все, что мы до этого наносили. Наношу черную тушь от бренда Vivienne Sabo Cabaret Premier. Нет, они не являются спонсорами этого видео, мне просто нравится их косметика. Далее я буду использовать Sephora бронзер в оттенке Bali Medium 02. Пушистой кисточкой я буду наносить под скулой, немножко заходя, собственно, в саму скулу, и выводя это все к вискам и по линии роста волос. Вот здесь, в районе лба. Я не буду использовать румяна для этого макияжа. По поводу помад. У меня есть несколько нейтральных оттенков. Первый это Dior Rouge в оттенке 100. Это L'Oreal Color Rouge в оттенке 378. Но мне хочется нанести тоже Vivienne Sabo. Это оттенок, который мне сейчас очень нравится. Он называется 07 Nude Createur. Это такой нейтрально теплый оттенок. Мне он очень нравится. По моим наблюдениям, если в помещении будут сидеть несколько женщин на собеседовании, и у одной из них будет сделан яркий макияж глаз, там тон, какое-то скульптурирование, и будет сидеть другая женщина, у которой просто ярко накрашены губы, то все запомнят как накрашенные именно ту, у которой яркая помада. Я думаю, что вы для себя можете сами решить, хотите ли вы вот, производить впечатление женщины, которая была накрашена. Есть ситуации, когда всем все равно, а есть, где это, в общем-то, имеет значение. Далее я здесь наношу карандаш для губ. У меня такой нейтрально-коричневый оттенок от бренда Наталья Шик в оттенке Верона. Я, естественно, не рисую никаких контуров губ, которые там очень сильно выходят за естественный контур. Я знаю, что это модно, популярно, но в реальной жизни, да, при дневном освещении особенно, это не всегда смотрится уместно, как по мне. Вот такой макияж у меня получился. Не обязательно использовать и базу под макияж, и тональный крем, и консилер, и пудру. Просто я так обычно крашусь, вот мне это удобно. Вы адаптируете это все под себя с общей идеей о том, что вам это должно быть удобно, и вы не должны об этом макияже вспоминать. Это как спортивная одежда, кроссовки. Это все должно быть вам удобно и комфортно. Этот макияж, он должен вам придавать уверенности. Вы не должны думать о том, как-то у вас там потекла тушь, может быть, или еще что-то. То есть
проверенные средства, да, проверенный макияж. И тогда вы будете вести себя уверенно. И я желаю вам всяческих профессиональных побед, чтобы все у вас складывалось, все собеседования, тесты, экзамены, что бы то ни было, чтобы вы все проходили уверенно и достойно. И пусть макияж вам в этом плане поможет. Я вас благодарю за просмотр. Если у вас были какие-то интересные истории на собеседованиях, обязательно поделитесь, как вы вообще краситесь. Может быть, вы вообще не краситесь и считаете, что это неуместно. Я всегда читаю ваши комментарии. Благодарю вас за просмотр и желаю вам всего самого хорошего.